Друзья, представьте себе высокогорный Азербайджан. Раннее утро. Пастух гонит стадо по склонам Карабаха. Нет холодильника, нет ресторана, есть только огонь, свежие субпродукты и железная сковорода. Вот так из необходимости родилось одно из самых вкусных блюд Кавказа, и его имя – джиш-быз. Само название – это звук, буквально джиш-быз – это шипение и треск жира на раскаленном металле. Пастухи не тратили время на церемонии: свежее баранье, легкие, сердце, почки, печень. Все быстро, горячо и сытно. Блюдо это родом из Карабахского региона, хотя сегодня его готовят по всему Азербайджану и уличных лавках Баку до домашнего застолья в горных селах. Говорят, настоящий джиш-быз нельзя приготовить без любви к огню и, пожалуй, без лука. Его нужно много. Итак, давайте смотреть, с чего мы будем сегодня готовить. Hate me if you want. I don't care anymore. I won't change who I am just to fit through your door. It is what it is. I've made peace with that. Zero fucks to give. And I'm not looking back. I don't care. You can talk all night when I'm not around. I'm staying busy building something real solid ground. I'd rather stand alone with my truth intact than bend my spine again just to earn you back. I don't care. Итак, друзья, и наши ингредиенты готовы. Много-много лука, порезанного перышками. И вот это все внутренности, которые нам нужны из баранины. Давайте готовить. Итак, первым делом заливаем в казан масло. Я использую оливковое масло. Вы можете использовать любое другое. Немножко оливкового масла, немножко. В этом масле будем разжигать курдюк. Когда у вас есть хороший курдюк, у меня хорошего курдюка нету, поэтому я использую бараний жир, но это внутренний жир, это не курдюк, к сожалению. Вот, поэтому добавляем масло. В любом случае, бараний, если разжигать просто курдюк, то курдюк, он очень-очень липкий. Поэтому лучше всего, конечно, добавлять масло. Вот. Возможно, пастухи пользовались только курдюком. Возможно. Но мы же дома. У нас есть еще и растительное масло. Поэтому мы используем то, что у нас есть. И давайте посмотрим, что у нас с этого всего получится. Итак, каждый ингредиент, каждая часть готовится разное время. Дольше всего обычно готовится сердце. Да, сердце. Дольше всего готовится сердце. Поэтому сердечко мы заносим в самое начало, а вот уже легкие и печень в самом конце. Они самые нежные. Давайте. Масло уже горячее. Я уже вижу, как начинает подниматься дымок. Вот, и даже щипкает. Поэтому первым делом мы запускаем жир. Для приготовления джиш-быз нам не нужно много специй. Специи вы используете те, которые вы хотите по своему вкусу. Вот, я буду использовать соль, перец, обязательно чеснок. Помните, мы делали нарубку чеснока и зеленого перца? Обязательно пойдет туда. Аджику можно добавить. Я думаю, что если добавлять аджику, то это заменит сразу все специи, которые вы хотели бы использовать. Вообще это блюдо готовят на саджи. Саджи – это выгнутая сковородка. Вот. Но у меня саджи нету, во-первых. Во-вторых, у меня большое получается блюдо, довольно-таки много. Поэтому я предпочитаю готовить его в казане. Не то, что предпочитаю. Я готовлю в казане, потому что нету саджа. Вот. Давайте скажем так.
Конечно, когда это блюдо готовится на огне, то огонь можно регулировать, добавив много дров, либо убавив дров. Когда я готовлю это на газу, то, как говорится, извините, простите, это то, что есть. Потому что домашний газ, ну, он как бы, это максимальное, что я могу добавить. Так, добавляем сердечки. Добавляем сердечки. Вот они у нас. Добавляем сердечки. Я буду добавлять зеленый перец с чесноком и аджику. Аджику чуть-чуть для вкуса, а вот перчика побольше. Для сытности в это блюдо добавляют еще и картошку. Мелко ее режут на кубики, примерно таких размеров, и добавляют еще картошку для сытности. Я не буду добавлять картошку, потому что гарнир у меня будет другой. Сейчас бы хорошо поддать огня такого сильного жару, для того, чтобы вся влага, которая здесь образовалась, чтобы она вся испарилась. Но жара у меня больше нету, поэтому будем ждать, пока она выпарится. Хочу дать вам послушать происхождение названия этого блюда. Немножко не рассчитал с размером легких. Легкие нужно резать еще мельче. Обратите внимание, легкие нужно резать мелко, потому что они набухают. Вот. А я немножко, видите, забыл про этот важный момент. Вот, ну ничего. Смотрите, какая красота у нас тут получается. Так, самое время добавить первую порцию соли. Мяса у нас сегодня здесь много, поэтому соли будем добавлять, я думаю, 2 ложки соли. Так. Нет, так. И вторая. И перемешиваем все это. Лук, конечно, можно забросить раньше, для того, чтобы он обжарился хорошенько и стал таким вот желтеньким, с золотым цветом. Вот. Но я думаю, что даже если я добавлю его только сейчас, он у нас будет замечательной консистенции. Обратите внимание, сколько лука. Вот так вот. Я не забыл про печень, и я не забыл про почки. Они будут, когда лук дойдет до нужной нашей консистенции. Вот так вот. А теперь мы его накроем и дадим луку пропариться.
Одна из приправ, которые нельзя пропустить, это зира. У меня это перетертая, либо кумин. 1,5 чайной ложки добавил. И я добавлю еще немножко куркумы. Сарыкёк называется на азербайджанском. Немножко. Вот тут. 2/3 чайной ложки. Я думаю, этого будет достаточно. Перемешиваем все это. Смотрите, какая красота у нас здесь получается. Так, самое время добавить сюда печень и почки. Печень и почки. Ах, какая красота! Обратите внимание на эту красоту! Накрываю крышкой. Минут 10 все будет готово. Теперь самое время попробовать на соль и на перец. Ну, что я вам скажу, друзья. И сам соус получился такой пикантный. И это хорошо. Сейчас мы его немножко загустим открытой крышечкой. И наше блюдо будет готово. Итак, остается последний вопрос. Как мы подаем в Израиле азербайджанское блюдо? Точнее, как я в Израиле подаю азербайджанское блюдо. Я беру хумус, пасту хумус. Вот так. Вот так вот. В середину. И в этот хумус добавляем и сверху чуть-чуть оливкового масла. Вот так вот. Ну и, конечно, зелень. Друзья, джиш-биш в моем исполнении, как говорится, вот в Израиле я его кушаю вот так вот. Ну, а то, как вы будете кушать, это уже от вас зависит. Приятного аппетита!
Просто улет. Друзья, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, самое время подписаться. До следующих роликов.